Всем привет, друзья! С вами я, Ксения Назарова, и вы на творческом канале «Красота в деталях». Продолжаем готовиться к новогодним праздникам. И сегодня я предлагаю вашему вниманию модный аксессуар для себя любимый. Как видите, он уже у меня на голове. Это прекрасный обруч для волос, зимний венок. Он украшен различными ягодками, веточками, тычинками, маленькими розочками из ткани, из искусственной замши. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новинки. И давайте начнем наш видеоурок. Итак, друзья мои, сегодня приготовим ободок, который может надеть не только дочка на какой-то праздник, в том числе и новогодний, но и ее мама. Ободочек-веночек будет у нас состоять из множества разных веточек, цветочков, бусин, обтянутых тканью. Для такого ободка нам понадобится сам ободок стальной, ширина у него 8 мм. Предварительно оплетенный тонкой репсовой лентой 6 мм. Как оплести ободочек такой лентой, ссылка будет в инфобоксе под данным видео. Затем полоска фетра шириной 2,5 см и длиной так, как вы захотите, но я вот сделала отступы от краев, и вот здесь у меня будет наклеиваться будут все элементы. Итак, декор нашего ободка будет состоять из нескольких элементов. Вот такие вот готовые веточки. Веточки-тычинки. Так вот они выглядят в запакованном виде. 2 упаковки красных веточек и 1 вот таких сереньких. Вот такие вот бусины, обтянутые бархатом. Бархат стрейч ткань. Так вот она выглядит. Тянется. Диаметр бусины 14 мм. Крупный бисер, точнее, чтобы сделать такие цветоножки, плодоножки. И также мы сделаем вот такие вот розочки. Ранее я показывала, как делать такие розочки. У меня были розочки-шпильки, но эти розочки у нас поменьше. И сделаны они тоже из ткани. Искусственная замша называется ткань. Она тоже имеет эффект стрейч, тянется. Итак, сейчас покажу, как сделать вот такую розочку. Для розочки нам понадобится 3 кружочка из этой ткани, из искусственной замши, обработанные по краю зажигалкой, растянутые. Вот такие кружочки я вырезала. Диаметр шаблона 2,8 см или 3 см, чуть побольше. Вырезаем кружочки и опаляем зажигалкой, разогреваем огнем зажигалки и растягиваем, делая волнистый край нашей розочки. Для одной розы нам понадобится 3 таких кружочка. Делается такая розочка быстро, легко, а смотрится очень даже красиво и симпатично. Пока я опаляю краешки, у меня разогревается уже термоклей. Итак, вот оставляем 3 кружочка. 1 оставляем в таком виде, который есть, и 2 мы склеиваем термоклеем напополам. Берем один из 2 полукругов и скручиваем в розочку. Фиксируем капли клея. Берем второй полукруг и в серединку вклеиваем нашу сердцевинку. Как бы вторым полукругом мы обернем сердцевинку нашей розочки. Это будет второй слой.
последний слой, третий нашей розочки, мы складываем вот так вот на 4 в 2 раза наш круг и делаем маленькую дырочку. Почему маленькую? Потому что ткань стретч, она прекрасно растягивается. Вот, и мы просто этот конус вдеваем в дырочку. Ничего не происходит, она прекрасно растянулась, и нам осталось всего лишь зафиксировать на клей. Такие вот волнистые розочки получаются, делаются легко. Такие малышки будут отлично смотреться и в брошках, в заколках, в ободках, где угодно. Итак, следующий элемент декора нашего ободка, вот такая вот бусинка. Диаметр абсолютно такой же, 2,8. Только ткань, бархат стрейч. Для этого нам понадобится, мы должны бусинку обтянуть этой тканью. Мы ее прошьем по кругу. Итак, наш кружочек мы собрали на нить по краю, помещаем туда бусину. Чтобы отверстие было в серединке, и стягиваем. Когда мы стянули наш кружочек, такая бусинка у нас получилась, мы делаем в серединке такую плодоножку. Тут у нас отверстие мы оставили. Так. Ага, вот нашла. Ту же самую иголочку продеваем в серединку, вдеваем крупную бисеринку, вот у меня черного цвета. И закрепляем нить. Итак, все элементы для нашего ободочка готовы. Это бусины, обтянутые тканью, розочки и веточки. Веточки, зелень всю лишнюю я убрала. Нам понадобятся только сами вершинки. Такие вот. Мы будем клеить на ободок. Возьмем полоску фетра, подходящую по цвету. У меня ширина полоски 2,5 сантиметра. Смотря какой вы хотите веночек. Если вы хотите более тонкий венок, то и полоска вам понадобится более тонкая. Далее я отступила от ушек ободка примерно по 4,5 сантиметра. Вот, и от всех до сих пор я буду оклеивать его декором нашим. Клею фетр прямо на заготовку ободка.
острые краешки я скругляю. Буду клеить от серединки к краям. Лишнюю проволоку я срезаю кусачками. Она мне не понадобится. Важно рассчитать, друзья мои, количество элементов декора нашего ободка. Вот у меня получилось практически то, что я и задумывала, но сколько-то бусинок мне пришлось дошить и доделать розочки. В этом инфобоксе я в конце напишу, сколько мне понадобилось конкретно каждого элемента на этот ободочек, потому что я делаю его впервые и заранее не знала. Если ширина 2,5 сантиметра, вам понадобится больше, естественно, материалов. Если потоньше будет венок, то меньше. Но можно сделать себе с запасом всего, чтобы, когда вы будете клеить, чтобы не пришлось заново возвращаться к изготовлению цветочков. Итак, друзья, вот такой веночек-ободочек у нас получился.